Всем привет, друзья, с вами Типок, и это уже мой второй подкаст на тему «Кому нужно Лего?». Сегодня мы обсудим очень много всего разного. Кому нужно Лего, для чего оно им нужно, и вообще, в общем, поговорим о всем. Я расскажу много всяких историй, мы, в общем, много чего обсудим. Я не хочу затягивать вступление, просто погнали. Значит, первое, что я себе выписал, кому нужно Лего, это детям. Потому что это, естественно, подарки от родителей, от близких и от всех угодно. То есть Лего в качестве подарка. Подарка для детей. Потому что вы спросите, почему подарок именно для детей? Потому что Лего сами пишут на своих упаковках, что их наборы от 0 до 6 лет, от 6 до 12 и от 12 до 18. И также есть еще наборы 18+, которые уже от 18 лет идут. То есть в основном Лего ассоциирует себя как для детей, подарки. Почему именно подарки, а не просто типа игрушки для детей? Потому что очень цветная упаковка, все вот эти цвета, желтый, белый, синий, все вот эти различные краски олицетворяют сам подарок. Плюс все вот эти всякие открыточки, вы сами видели на моем канале, я там выпускал коротенькие видео с поздравительными открытками от Лего на 14 февраля, на 8 марта. То есть все вот эти вот поздравительные открытки, это все ассоциируется как подарки. Ну и плюс это, естественно, уже мы идем. Почему Лего стоит дарить? Потому что, Лего это универсальный подарок. То есть вы можете подарить его своему другу, однокласснику, день рождения, какая-то, я не знаю, юбилей, все что угодно. Просто какой-то общепринятый праздник, 23 февраля. Новый год даже. То есть любой праздник Лего не ассоциируется прям именно с каким-то отдельным праздником. Это скорее совокупность всех праздников. То есть он может универсальный такой подарок. То есть например, мне брату, у меня было Женя, ему все подарили Лего. То же самое я. Я постоянно прошу, чтобы мне либо дарили Лего, либо, я сам, если никто не дарит Лего, я сам иду покупаю себе Лего. Потому что это универсальный подарок, подходит практически на любой праздник. То есть у него нет какого-то клейма, что там только на день рождения подарок, как, например, торт. То есть я не знаю, чтобы торт дарили на Новый год. То есть Новый год там свои какая-то атрибутика имеется, да? А день рождения с Легом такой проблемы нет, его можно дарить на любой праздник. И сама компания старается, чтобы не было какого-то отдельной ассоциации. Идем дальше. Лего, кому нужно еще, вы можете сразу же, мысли всплывают перекупы, каким я тоже являюсь. То есть покупать Лего для перепродажи. Приведу пример, например, набор Fortnite. Он поступил в продажу буквально через месяц, уже его нигде не было. И сейчас вы можете найти его на всяких там eBay, я не знаю, Авито, в качестве перепродажи по X3 стоимости от начальной цены. То есть начально он стоил 100 евро. Давайте в рублях 10 тысяч рублей, да? Сейчас уже под 30-ку. То есть где-то евро 300 я смотрел. Последняя цена, я даже не знаю, какая последняя цена, наверное, уже 400. То есть очень легко, очень быстро взлетел в цене. И именно за счет перепродаж. То есть не за счет того, что там кто-то очень сильно нес спрос, а именно за счет перепродаж. Потому что перекупы увидели в нем особенную стоимость, решили, что это отличное вложение для себя. То есть это отличное вложение, понимаете? В предыдущем подкасте я уже говорил на эту тему, что есть специальный сайт со статистикой, где вы можете посмотреть, какой набор, когда будет популярен, то есть какая на него сейчас стоимость и как сильно он растет от первоначальной стоимости. И вот Fortnite вырос очень сильно в цене, там 20% практически в общем по рынку. Идем дальше. К перекупам еще относятся магазины с детальками. То есть сразу же вспоминаем Bricklink, куча всяких различных магазинов, там их даже не пересчитать, там около 1000, больше даже 1000 магазинов существует в Bricklink, где вы можете купить себе детальки. И это все тоже перекупы. И если мы так идем по перекупам, то я и сам хотел стать перекупом. То есть я смотрю, выискиваю Лего, всякие БУ, покупаю их, но у меня есть небольшая проблемка именно с сортировкой. Потому что отсортировать все это Лего, это очень тяжелая работа. Понимаете, во-первых, у Лего просто невероятное количество разнообразия, то есть все детальки уникальны, очень большое количество разных деталек.
И естественно, что для каждого вида деталек нужна своя ячейка. То есть каждая деталька свою ячейку. В таком подходе возникает еще одна проблема. Она связана с тем, что ящики с большим количеством ячеек просто стоят каких-то космических денег. Ну, кто смотрел, тот знает. То есть, кто там пытался сортировать детальки, тот знает. Я вот смотрел на ютубе видео одного канала там. Он открыл свой магазин Лего на Авито. И, ну, у него просто вот вся комната забита ящиками. Все отсортировано. Ну, то есть у меня, понимаете, ящик стоит столько же, сколько бы стоил средний набор Лего на 500 деталек. Ну, то есть вот где-то средний набор Лего на 500 деталек будет стоить столько же, сколько ящик, один. А таких ящиков нужно где-то 10. И вот здесь ты задаешься вопросом, а нужны ли тебе вообще эти ящики? Ну, то есть думаешь, блин, за те же деньги я могу купить столько Лего, что завалю им весь дом. А вместо этого просто покупаешь какие-то ящики для хранения. В общем, тут такая дилемма возникает, очень интересная, насчет которой вот реально стоит задуматься. То есть нужно ли тебе вообще, хочешь ли ты вообще этим заниматься всем, сортировать. Плюс вы, естественно, понимаете, что нужно каждую детальку вбить в базу, проверить ее, состояние ее. Но это очень много времени, которого у меня, к сожалению, на данный момент у меня столько времени нету. То есть тут даже, вы знаете, вот я сейчас сказал, конечно, назвал проблему с ящиками, что они дорого стоят, да. Но еще вот для меня самая большая проблема заключается в том, что сортировка деталек занимает очень много времени. У меня его просто нету. Ну, то есть это вот считай, что нужно выделить где-то неделю или даже, можно сказать, 2, просто чтобы отсортировать все Лего, которое есть. У меня очень много. Чтобы просто все его отсортировать, вбить в систему, это очень много времени. И даже, ну, плюс еще YouTube не занимает много времени. То есть, ну, вообще не остается. И еще не хочется начинать. То есть, знаете, вы можете сказать, ну, отложи полчаса на выходных, там, или даже час, отложи в час на выходных, и через где-то полгода у тебя будет уже все отсортировано. Ну да, но и нет. Потому что я вот такое не люблю, что ты там что-то по чуть-чуть, а если мне надо что-то собрать, я опять все это раскидываю. И, ну, как-то нет, я не знаю, не доходят руки до этого всего дела, чтобы все это отсортировать. И тут вот, кстати, относительно перекупов, совсем рядом расположились коллекционеры. У меня в списке, то есть Лего нужно еще для коллекционеров. Но здесь я попрошу вас четко разделять эти два. Коллекционеры и перекупы — это вообще просто две абсолютно разные, вообще никак не совместимые отрасли. Перекупы покупают Лего, чтобы перепродать его дальше. То есть они ждут его, да, они хранят его у себя, но потом дальше его перепродают. Что же делает коллекционер? Коллекционер покупает Лего и хранят его. Они не собираются его продавать. Они оставляют его и оставляют у себя просто на полочках. И даже если они когда-нибудь его продадут, то они продадут его только из-за того, что там какая-то нужда или какие-то серьезные причины. Но просто так, чтобы на этом заработать, они продавать не будут. Ну, то есть вот я себя причисляю именно к перекупам, потому что первоначальная задумка моя заключалась в том, чтобы заработать на Лего. Но хранить его просто так для себя я не очень сильно хочу. Возможно, когда у меня уже будет большая студия и какие-нибудь красивые полочки, то да, я, возможно, буду уже покупать наборы, чтобы их именно коллекционировать и хранить на полочках. То есть вот я видел, например, на ютубе есть канал, тоже по тематике Лего, и он вот специфицируется на Лего Бэтмене. То есть вот он именно коллекционирует. То есть я ни в коем случае не могу сказать, что он именно работает как перекуп и собирается потом это Лего перепродавать, я не знаю, куда-то. Но нет, он именно коллекционирует, потому что он собирает всякие различные наборы, там старинные, современные, и у него вообще там просто гигантская коллекция по Лего Бэтмену, и он знает все детали, смотрел все фильмы, естественно, прям разбирается в этом. Там, конечно, ни о каком перекупстве речи быть не может. Конечно, тут стопроцентный коллекционер. По поводу того, что вообще можно коллекционировать. Тут выбор очень большой, потому что Лего выпускает и мини-фигурки, и наборы, и даже всякие детальки.
То есть вот сейчас приведу опять пример, я очень люблю приводить пример. Я видел, например, на ютубе видео на английском, где человек, ты ему отправляешь несколько деталек, то есть вот из набора, и он по этим деталькам определяет сам набор. И у него тоже дома есть различные коллекции всяких различных деталек, все возможные детальки, то есть вот он коллекционирует именно детальки. Не мини-фигурки, не наборы, а именно детальки. То есть всякие редкие, красивые детальки. Идем дальше. Дальше у нас по порядочку идут у меня в списке, кому нужно лего? Школам. Как бы странно это ни звучало, но в многих прогрессивных школах есть конструкторы лего. Вот когда я учился в школе, я даже хочу вот привести такую историю небольшую сказать. Когда я учился в школе, вообще вот первое мое знакомство с программированием, с робототехникой было именно через лего. То есть у нас был в школе клуб такой, где каждый мог прийти после школы и построить какую-нибудь модель из лего, по инструкции, естественно. И это было Lego Mindstorms, и запрограммировать его, и всякие там различные, в общем, изучать программирование. То есть это вообще был мой первый опыт реально программирования. И мне так понравилось, что я до сих пор сейчас занимаюсь программированием, всякие программы пишу до сих пор. По поводу школ. Ну, это, естественно, обучение программированию, всякие инженерные. То есть ты учишься моделировать, всякое такое. Учишься работать с 3D-моделями. Плюс, естественно, изучение всяких программ. У нас, кстати, даже в школе было такое подразделение, но это когда ты уже участвуешь в соревнованиях. То есть, поэтому, во-первых, проходят соревнования, кстати, в которых я тоже участвовал. И даже проходил уже ну, как сказать, я сейчас даже не смогу сказать. Наверное, сначала у нас есть среди школы же есть. Сначала первое соревнование идут среди школы, потом идет среди города, и потом уже региональные. Вот я доходил до региональных и участвовал уже в соревнованиях в Москве. Я не знаю, может быть... Это, кстати, была моя первая медаль за победу на этих соревнованиях в регионе. И затем мы уже перешли... Ну, не в регионе, я имею в виду в городе, да. Среди вот моего города и региона моего города. И потом уже идет по всем регионам, уже собираются в Москве. И там проходят уже такие большие-большие соревнования. Вот на них, конечно, мы уже там заняли... Ну, не самое большое, не там, по-моему, 4-е какое-то. Ну, в общем, не первое место. Медаль не получили, к сожалению. Но это реально очень большой опыт, сближает людей. И там, кстати, вот я начал уже говорить, но не успел сказать, подразделяется уже, есть такое подразделение на сборщик и программист. То есть там уже отдельно подразделение, то есть у вас должно быть 2 человека, как я помню. Один сборщик, то есть он собирает модель, а второй человек, он уже программирует программу, то есть он уже пишет программу. Вот я выступал в качестве программиста, но еще я помогал сборщику, потому что он, конечно, выучил, как собирать модель, но там все равно были по моментики, где мне пришлось ему помогать там как-то модернизировать конструкцию, чтобы она лучше проходила. Но моих знаний там не хватило, и мы, к сожалению, не заняли первое место, там, потому что, ну, понимаете, там со всех регионов, там просто... Ну, там уже все понятно было, короче, кто победит, у кого больше сил. У меня, конечно же, не хватило, но это не главное. Главное то, что вообще дается возможность, то есть вот эта возможность научиться программировать, это самое главное. Кстати, если кому интересно, какого робота я собирал, это был робот, который ездит по линии. У него есть четкая цель, приехать до самого конца, ему нужно проехать по линии, там всякие различные красные отсеки, всякие зеленые. То есть он вначале считает, какой нужно ему проехать по каким отсекам, и дальше он уже запрограммированно едет по нужным отсекам до финальной точки. Так, про школу вроде бы рассказал. Не знаю, насколько полноценно, но надеюсь, что вы поняли, что в школах это, ну, нужная вещь. Я не скажу, что обязательная, но если есть, пускай будет. Ну, то есть не помешает. Идем, наверное, дальше, да? Кому нужно лего еще? У меня записано выставки, а именно всяким городам, то есть выставки во всяких городах. Самый пример, чтобы вы сразу поняли, о чем идет речь, я назову Legoland. Все мы видели, ну, фанаты Лего точно знают про Legoland. И, наверное, ну, я не знаю, я там сам не был, хочу сильно побывать. Но видел на картинках. Просто наборы Лего собранные, стоят.
их протирают там ежемесячно, ежедневно, я не знаю, как там протирают. В общем, не пылятся, просто стоят, красуются. Не знаю, насколько Лего имеет вот такую способность, как выцветать, но они стоят. Выставки, в Париже всякие выставки, на всяких там, вот я шел иногда на улицу, просто идешь по улице, каком-нибудь там, ну, естественно, в большом городе, в мегаполисе идешь по улице, одной из центральных пешеходных, и где-нибудь по центру ты просто встречаешь такой куб стеклянный внутри с лего-наборами. Я помню, какая там была, по-моему, марка машины, что типа реклама машины, и вокруг нее лего. То есть это очень часто всякие выставки используют лего. Например, я заходил в собор, заходишь в какой-нибудь собор, и там внутри стоит его копия, но из лего. Прикольно, прикольно. Пускай будет честно, вот когда лего склеивают, мне, как фанату лего, немножко больно. Ну, немножко. Но вот давайте я реально сейчас скажу, вот по факту. Вот все вот эти вот постройки, которые я видел, не считая Леголенд, а вот именно когда делают копии всяких знаменитых башен, например. Я не знаю, ты заходишь, например, вот я уже сказал, собор, и там внутри стоит копия собора. Я бы сказал, что это бессмысленно просто ради деталек. Ну, мне в сердце жалко, но я ничего не могу с ним поделать. А если бы мог, ну, естественно, я бы так бы не стал строить. Потому что, ну, просто когда нет фантазии, естественно, появляется такое. Я не знаю, просто вот как-то обидно. Потому что вот, зная я, ну, просто вот, я знаю, на что можно потратить детальки. Ну, то есть я могу представить себе в голове, что можно вот из этого построить, как строители лего всяких там построек, замков всяких средневековых. Не знаю. Ты просто понимаешь, что вот весь креатив был убит вот в это однообразие деталек. Еще меня вот раздражает, я вот видел тоже на ютубе видео, канал, где он, там, человек работает в качестве строителя лего. То есть он работает в магазине и там строит всякие вот эти там снеговика из лего, всякую такую фигню, понимаете, там вот всяких человечков, биг-фигурок из вот этих маленьких деталек лего. Ну, собственно, видели, я вот видел в аэропорту, наверное, вы тоже, скорее всего, видели, если летали на самолете. В аэропортах очень часто стоят такие скамейки, и там, например, сидит лего-человечек, или где-нибудь еще стоит какая-нибудь статуя лего-человечка. Из лего, естественно. Ну, то есть такое тоже присутствует и имеет место быть. То есть всякие постройки из лего, которые показывают типа лего. Про выставки с лего мы уже с вами поговорили. Идем дальше. Дальше в списке у меня записаны блогеры. То есть я и много еще различных блогеров. Да, я, кстати, причисляю себя к блогерам. Несмотря на вот эти просто скатившиеся какие-то просмотры, я не знаю почему, но на моем канале скатились просмотры. Ну, все будет еще, все будет, я вам обещаю. Блогеры, распаковка новых наборов, всякие челленджи, конкурсы, мастер-классы. Просто, ну, то есть, я знаю много всяких каналов, где покупают лего-наборы просто, чтобы их смотреть. Ну, то есть, не для перепродаж, не для коллекционера, просто чтобы открыть на камеру. Ну, я так очень часто тоже этим грешу, я тоже покупаю. Не знаю, сколько можно сказать, что это грех, но это бессмысленно, понимаете? Купить набор, чтобы просто открыть его на камеру, не знаю. То есть вот у меня видео, где я там открыл набор на камеру, но не забрало 6 просмотров за 2 дня. 6. Обычно это 100 с чем-то. 6. Ну, я не знаю. Ну, видимо, реально нужно больше вкладывать душу в эти видео, и тогда что-то будет какой-то отклик. Но у меня есть еще. В общем, не буду говорить сейчас много про YouTube, именно про мое, а немножко еще оглашу в общем. В общем, выходит все как-то так, что блогеры покупают видео, покупают лего, чтобы открыть его на камеру, распаковать, осмотреть. И это тоже относится к кому нужно лего. Идем дальше. Дальше у меня какой совсем маленький пунктик. Я на нем долго заостряться не буду. Сейчас быстренько его оглашу просто. Художники, дизайнеры, инсталляции. Ну, это я тоже уже говорил про вот эти вот всякие копии всяких знаменитых сооружений, всяких построек знаменитых. Их копируют и делают их из лего. Насколько это имеет смысл, я не знаю, поэтому давайте сразу, давайте еще скажу про свой, конечно же, про всякие дизайны, что это выглядит очень красиво, это всякие постройки из лего, как я, например, строил лего-замок, лего
Ну, в общем, кто меня смотрел, тот знает. Идем дальше. Это последний пункт в моем топе. У меня по счету написан 8-й. Не знаю, считайте сами. Что здесь у меня написано? Это аниматоры и разработчики игр. По поводу разработчиков игр я не знаю, я просто это все вбил, потому что подумал, что это тоже что-то одинаковое. Но сейчас, вот, когда я проговорил это вслух, я думаю, что нет. Наверное, это немножко разные вещи. Потому что по поводу игр мы поговорим отдельно, а сейчас я хочу именно поговорить про анимации. Анимации — это просто неотъемлемая часть. Это самый, я считаю, бы сказал, вот вы еще, ну, знаете, те, кто знает, буквально там несколько лет назад, буквально, наверное, 5 лет назад, от сейчасшнего времени, 2025 года, выходили такие человечки, у которых можно было двигать всякие ноги, руки, у них были еще такие присоски на руках и ногах, голову можно было двигать, я не помню, как называется, какой-то Headman или как-то, я не знаю, как они назывались, напишите в комментариях. И они продавались как помощь для анимации, как человечки, из которых можно анимировать легко и с ними затять легко какие-нибудь анимации. Так вот, Лего в десятки раз превзошли это, причем даже не намеренно. Ну, все, кто связаны так или иначе с Лего, я уверен, что хоть раз в своей жизни снимали хоть один Лего-мультик. Потому что вот если вы спросите меня, как я стал блогером вообще, как я вообще стал снимать Лего-контент. Это не просто, типа, мне подарили набор, такой, думаю, о, блин, сейчас запишу, как я в распаковку. Или, ну-ка, сейчас что-нибудь построю, сниму это. Нет, я тоже начал с анимацией. Первые мои видео, это были всякие различные лего-анимации, которые я записывал при помощи своего телефона, потому что там реально ничего не надо. Ты просто поставил какую-то сценку, поставил человечка, после каждого кадра их двигаешь, делаешь фотографию, и потом все это в приложении автоматически переходит в видео. Ну, то есть, кому интересно, у меня на канале до сих пор там можно посмотреть, если открыть старые видео, там можно найти всякие лего-мультики. Возможно, они без озвучки, я очень много снимал этих мультиков, потому что, когда я их снимал, я в основном думал о том, что я снимал эти мультики для брата, у меня там брату было совсем немного было ему, и я думал, что я сейчас сниму эти мультики, чтобы вместо того, чтобы смотреть какой-то вот бред по телевизору, он будет смотреть мои мультики. Конечно, так не произошло, но все равно это дало мне большой очень опыт, дало мне толчок такой в этой всей вот этой вот движне. В общем, так вот помогло мне начать снимать вообще хоть что-то. И все вот эти озвучки тоже, работа со звуком, работа с видео, чтобы это было красиво. Ну и плюс, естественно, если мы говорим про лего-анимации, просто на ютубе нереальное количество каналов, которые специализируются на лего-анимации и только этим и занимаются. То есть снимают всякие лего-мультики, лего-фильмы. Кстати, по поводу лего-фильмы, это одни из моих любимейших фильмов. Ну, то есть вот, если составлять топ-5 фильмов, ну, я много смотрел всяких фильмов, но если составлять топ-5 фильмов, которые мои любимые, самые крутые, на одном из мест будет 100% Лего. Или, может быть, ну, я не знаю, не уверен, что он двух, но на одном из них точно будет Лего. Потому что, ну, это просто, не знаю, кайф для глаз, понимаете? Это просто божественно. По поводу разработчиков игр, здесь я не прям скажу, чтобы это им нужно было прям именно Лего как Лего. Кстати, по поводу анимации тоже, ведь есть много всяких программ, где можно анимировать Лего без использования Лего. Как бы странно звучало. Масло масляное, но простите меня. Это мой всего лишь второй подкаст. Вот когда будет 40-й подкаст, конечно, там, наверное, будет что-нибудь поинтереснее, как я буду разговаривать, но все с чего должны начинать. Поэтому не воспринимайте это прям слишком серьезно. Никого не хочу оскорбить. Разработчики игр, да, Лего им не нужно, но им виртуальный Лего и все разработчики игр вообще-то должны быть спланированы с Лего. Поэтому я бы не сказал, что прям им нужно Лего. Но все равно как пункт такой будет. Также настольные игры. Кто не видел, посмотрите обязательно на моем канале видео обзор с настольной игры, пожалуйста. У меня очень мало просмотров, это, я считаю, недостойно. Потому что сколько усилий было приложено мной в то видео, чтобы его полностью смонтировать и вообще сделать.
Я получил очень плохой фидбэк. Жду ваших просмотров на том видео. Ну и это, наверное, все. Вот эти все пункты давайте еще перечислим. Кому нужно лего? Детям, перекупам, коллекционерам, школам, выставкам, блогерам, художникам и дизайнерам, разработчикам игр и аниматорам. Вот все, кому нужно лего. На этом все. Всем спасибо, кто послушал мой второй подкаст. Ставьте лайк, дослушайте. Если вы дослушали до конца, обязательно тогда переходите в мой телеграм. Если вы дослушали до этого момента, я вообще в шоке. Как вы дослушали? Напишите об этом обязательно в комментариях. Я вас лайкну, я не знаю. Обязательно закреплю ваш комментарий. Переходите, если дослушали до сюда, переходите в телеграм по ссылке в описании. Там я с вами общаюсь. Там у меня практически каждый день выходят посты. Всякие закадровые, всякие фотографии. Например, вот там последний выходил, я выкладывал микрофон, который я купил. Плюс я выпускаю все спойлеры к видео буквально за день, то есть за 2 дня вы уже будете знать, какое видео выйдет. Так, ну и кто вот сейчас не выключил еще видео, вы думаете, почему оно еще идет дополнительно еще несколько минут? Я немножко расскажу про видео. Видео на этом канале будут выходить стабильно каждую неделю. Если кому интересно, видео будут выходить каждую неделю. Вторник, среда, возможно, позже, если там, смотря какие задержки, смотря когда я выходил предыдущий ролик. То есть для предыдущего ролика видео новое будет выходить буквально через недельку. Еще, если вот кому интересно, что именно про будущее, что будет в будущем на этом канале, вообще нужно ли вам на него подписываться, я планирую набирать 1000 подписчиков. И после 1000 подписчиков я начинаю уже масштабные какие-то штуки творить, я не знаю. В общем, как только у меня появляется монетизация, я сразу же иду спускать все деньги, которые у меня появятся. Я, естественно, начну копить эти деньги. Потом я покупаю, естественно, какой-нибудь супер офигеннейший стабилизатор, супер офигеннейшую камеру в моем плане купить. И все. И просто дальше все деньги буду уходить. Ну, то есть я очень сильно хочу монетизации. Я не знаю. Это просто моя мечта, реально. Поэтому я всеми силами буду стараться накопить на монетизацию. Поэтому, ребят, жду 1000 подписчиков. Не знаю, по планам должно быть вообще через год. Поэтому вот такой вот подкаст. Я отлично погулял. Планируется 1000 подписчиков. 4000 часов просмотров. Как только у меня появляется монетизация, я просто начну разрывать YouTube. Я не знаю. Ждите меня в трендах. Я знаю, есть тренды, да, вот там первое место. Ждите меня через год на первом месте трендов, я не знаю. Я надеюсь, мы жестко бустанем, просто разорвем весь YouTube. Ну все. Теперь уже 100%. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока.